Если у вас плохо работает YouTube и медленно загружаются видео, мы подготовили для вас инструкцию, как обходить блокировки. Она внизу в описании под этим видео. И главным событием дня. 10 россиян выжили при крушении самолета в аэропорту Актау. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные власти. Самолет упал этим утром. По последним данным, на борту находились 64 пассажира и 5 членов экипажа. 16 из них граждане России, об этом сообщает Минтранс Казахстана. Поименный список пассажиров вы видите сейчас на экране, в нем только 62 имени. Эти данные опубликовали компания Azerbaijan Airlines. СМИ публикуют первые кадры после крушения из кабины самолета. Что, женщина, можем вставать? Поднимите чуть-чуть. Сейчас. Всего по информации Генпрокуратуры Азербайджана в катастрофе выжили 32 человека. Телеграм-канал ШОТ утверждает, что большая часть из них находилась в хвостовой части самолета. Все пострадавшие доставлены в местную больницу. 11 из них в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных 2 детей. Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, но не смог сесть в аэропорту назначения. По одной из версий, в Грозном был сильный туман. По другой версии, аэропорт был закрыт из-за атаки беспилотников. Официальных данных о причинах катастрофы нет. В телеграм-каналах расходятся видео со следами повреждений в хвосте самолета. Они похожи на следы обстрела или на следы после взрыва устройства с поражающими элементами. Предварительная официальная версия катастрофы – столкновение со стаей птиц. Очевидцы сообщают, что птица попала в двигатель, после этого взорвался кислородный баллон на борту и отказали системы управления. Днем в Актау вылетел самолет МЧС России. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших. В Азербайджане 26 декабря объявлено днем траура. ВСУ атаковали город Льгов в Курской области. Вот что осталось от нашего дома 25 декабря 2024 года. В Рио губернатор Курской области Александр Хиштейн сообщил о 4 погибших. По его данным, 5 человек госпитализированы, 1 женщина в тяжелом состоянии. Сотрудники скорой рассказали о 3 пострадавших, среди них есть ребенок. Нашли 3 пострадавших, которым оказана экстренная медицинская помощь. Это 1 ребенок 8 лет, 1 женщина в коме. Украинская сторона утверждает, что она била по пункту управления армии России в заброшенном гражданском здании. Хинштейн пишет о разрушениях в жилом 5-этажном доме, 2 жилых одноэтажных домах и салоне красоты. Также разрушен участок газопровода. Мужчина с ножом попытался проникнуть в школу в Волгограде. Инцидент произошел в Тракторозаводском районе города. По данным близких к силовикам телеграм-каналов, это 52-летний местный житель. Местное МВД сообщило, что мужчина задержан. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Никто не пострадал. В Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за разлива мазута. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он утверждает, что выброс нефтепродуктов после крушения 2 танкеров в Керченском проливе, цитата, «затянулся и не прекращается». Ранее местные жители и волонтеры жаловались на бездействие властей. Так жители Анапы обращались к Путину с просьбой привлечь силы федерального значения. Это крик души. Местные власти не справляются. У них нет для этого ресурса. Единственный ресурс – это простые люди с лопатами. Такую катастрофу лопатами не победить. Мы просим сюда силы федерального значения, комиссию с Москвы со специалистами разного уровня и разного профиля. Накануне волонтеры сообщили, что мешки с мазутом не вывозят, а просто закапывают на пляже. По последним данным, в уборке пляжей участвует около 8 тысяч спасателей и волонтеров. А в Ростове-на-Дону новые коммунальные аварии. Там прорвало систему отопления в Забайкальском переулке и на проспекте Королева. В итоге без тепла остались десятки домов. Об этом сообщают местные СМИ. А накануне 80 тысяч жителей города остались без отопления из-за аварии на районной котельной. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. Без отопления остались 447 многоквартирных домов и 27 социальных объектов, в том числе школы. В
Курской области вернулась на свой пост глава района, уволенная после митингов курян из-за разрушенного войной жилья. Издание «Можем объяснить» выяснили, что главу Кореневского района Марину Дегтяреву вернул на должность в Рио губернатор Курской области Александр Хирштейн. 14 ноября бывший губернатор Алексей Смирнов публично уволил ее на собрании жителей. Они жаловались, что после вторжения ВСУ в область власти не организовали эвакуацию. На той встрече Дегтярева начала свое выступление с рассказа о полученной медали за укрепление боевого содружества и вклад в укрепление обороны. Куряне освистали ее. Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничным районам. И за что она была? По итогам 2024 года инфляция в России составит около 9,8%. Об этом заявил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. Напомню, что еще неделю назад во время прямой линии Владимир Путин называл цифру меньше и оценивал инфляцию в 9,3%. Это выше последних прогнозов Банка России. В октябре он прогнозировал инфляцию по итогам года на уровне 8,5%. И для роста цен это еще не предел. Годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться, считают в Центробанке. Апелляционный суд сократил на несколько месяцев приговор режиссерке Евгении Беркович и драматургу Светлане Петричук. Об этом сообщает «Медиазона». Ранее суд приговорил их к 6 годам колонии. Теперь приговор составит 5 лет и 7 месяцев для Беркович и 5 лет и 10 месяцев для Петричук. Девушки были осуждены по делу об оправдании терроризма. Они отрицают обвинения в свой адрес. А политика Илью Яшина объявили в розыск в России. Об этом пишет издание «Медиазона». В карточке МВД России говорится, что его ищут по уголовной статье. Ранее политик стал участником масштабного обмена заключенных между Россией, Белоруссией и странами Запада. В 2022 году Яшина приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках об армии. О возбуждении против него новых уголовных дел после обмена не сообщалось. Сам Яшин заявил, что ничего не знает о новом уголовном преследовании. И это все новости к этому часу. На прощание поставьте лайк и подпишитесь. И оформите подписку на наш канал в Телеграме. Наши выпуски можно смотреть и слушать там. Увидимся. Пока.